Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в этом видео я хотела бы представить новинку от US Game Systems The Witching Hour Oracle, оракул колдовской час или время ведьм. Автором является Черри Герхард. Колода поставляется в стандартной для данного издательства матовой и прочной упаковке. В описании говорится, что колдовской час – это время, когда бесконечная энергия Вселенной наиболее сильна и доступна. Этот оракул поможет вам использовать эту магическую силу, которая есть в каждом из нас, когда мы используем наши намерения для позитивного влияния на мир. Обращайтесь к мудрости триединой богини и силе лунных циклов для проявления мощных результатов. Итак, крышка прилегает плотно. Внутри мы можем найти 64-страничное МБК на английском языке и 39 карт. Итак, обложка МБК достаточно плотная. МБК черно-белая и имеет плотную бумагу. Первое, что мы видим, это предисловие автора. Дальше вступление, информация о триединой богине, лунных циклах, советы о заземлении, как практики, которую советует автор сделать перед тем, как приступить к работе с картами. И два расклада. И дальше у нас идет интерпретация арканов. На что я хотела еще обратить внимание. Все 39 карт поделены на 13 групп, согласно виду Луны, и в каждой группе по 3 карты. И каждая карта определенной группе соответствует 3 основным фазам Луны, а также форме триединой богини. Вот, например, первая группа это у нас волчья луна, да, мы здесь видим краткое описание волчьей луны. Дальше карта номер 1, растущая луна и соответствует Деве. Вторая, полнолуние, соответствует матери. И третья, убывающая, и соответствует старухе. Давайте рассмотрим интерпретацию на примере первой карты. Начинание. Начало. Волчья луна – это растущая луна и дева. Описание волчьей растущей луны. Растущая волчья луна – это начало зарождения и новых начинаний. Пришло время отбросить свою усталость и сосредоточиться на том, чтобы начать все сначала. Точно так же, как эта девушка сидит в позе эмбриона с нимбом новых идей, сияющим вокруг ее головы. Значение карты. Рассмотрите вариант, что это отличное время для начала любого духовного или вдохновляющего вашу душу проекта, который, возможно, сидит в вашей голове. Может, стоит пойти на урок рисования или пения, принять участие в вашей какой-то некоммерческой организации или, наконец, начать тот проект, который говорит с вашей душой. Что в настоящее время живет в глубине вашего сознания? Что нуждается в новом начале? Найдите его и сосредоточьтесь на том, что вам нужно, чтобы начать новое. Таким образом, у нас прописаны все карты. И в конце у нас информация об авторе.
Я думаю, что все-таки МБК стоит уделить внимание, потому что, читая ее, вы можете подчеркнуть для себя что-то интересное, или же можете посмотреть на карту с новой перспективы. Тем более в инструкции нет воды, все четко, ясно и лаконично. Ну что ж, давайте перейдем к картам. Итак, карты очень удобно лежат в руке. Срез здесь гладкий, отшлифованный. Честно скажу, начала замечать тенденцию в большинства издательств, что срез не шлифуют. Он, знаете, вот такой немножко шершавый. Карты здесь гибкие, картон средней плотности. В связи с тем, что черный фон на срезах карт могут быть видны следы работы. Сейчас я попробую вам продемонстрировать. Может, вам видно? Вот. Видите, немножко такие вот потертости, а здесь уже такая вот царапина. Я хочу верить, что все-таки издательство устранит этот минус. Вот таким образом у нас выглядит рубашка, очень красивая. Качество цветопередачи и печати прекрасные. Для кого-то могут показаться карты темными, но мне кажется, что именно вот такой стиль дает этому оракулу некую изюминку. Ну что ж, давайте познакомимся с изобразительным рядом этой чудесной колоды. Итак, поехали. Начало. Защита. Выравнивание. Очищение. Рост. Самоисцеление. Изучение. Процветание. Разрушение иллюзий. Самодостаточность. Творчество. Уверенность. Интуиция. Распространение энергии. Руководство. Неугомонная энергия. Решение. Вознаграждение себя. Спокойная энергия. Подготовка. Работа со снами. Я бы даже сюда добавила с мечтами. Жизненная сила. Ценить. Дружба. Баланс. Отдых после родов. Да, момент, когда собираем уже свои плоды. Упорядочить ум.
карма, отпустить, справедливость, уважение к прошлому, общение с умершими, пророчество, трансформация, укорениться, пустить корни. Для меня также эта карта означает заземление. Общение. Протянуть руку. Выдержать. И персональная алхимия. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что это очень интересный оракул. Я, знаете, как человек земного знака зодиака и практический человек, я люблю, когда колоды говорят как юристы. Четко, ясно и лаконично, без какой-либо воды. Я, знаете, люблю вот такие оракулы, которые можно использовать в бытовых вопросах, где нет какой-либо магии, потому что не все люди делают заземление и знают, что это такое. Не все люди делают чистки и так далее. Мне очень нравится здесь стиль прорисовки, и большинство рисунков на картах интуитивно понятны. Даже если вы не знаете английского, можете взять с моего видео ключевые значения карт и сами проработать колоду. Но все же я рекомендую перевести МБК, чтобы ваши значения не были скудными. Не забывайте, ведь у нас здесь присутствуют не только фазы Луны, но и определенные ее типы. Волчья, ледяная луна и так далее. Единственный минус это то, что могут остаться следы работы с колодой, поскольку колода темная. Но, тем не менее, это не делает ее нелюбимой. Я уже с ней работала, и работа с ней одно удовольствие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот оракул, какие впечатления вызвал. Может быть, с ней вы уже знакомы, и напишите, как работаете. А я благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!